Привет, я Алекс. Сегодня я буду объясняться в любви к ракете Сатурн-5. Да-да, к этой самой ракете, которая сделала возможным полет человека на Луну. Я расскажу о ней то, чего вы не прочтете нигде, включая учебники по ракетной технике. Ну и, разумеется, немного покажу, проведу небольшой эксперимент. Вот она. Вот это абсолютное чудо человеческой техники. Совершеннейший шедевр. 110 метров высоты. 3000 тонн массы. Летающий небоскреб. Самая мощная и прекрасная из машин, созданных людьми. Я положил ее на бок, чтобы можно было оценить размеры этой колоссальной машины. Когда ее снимают издалека во весь рост, она выглядит маленькой, как моделью. Но когда она вот так вот лежит плашмя, вытянувшись и спокойно, вальяжно, раскинувшись на поле, видно, насколько это колоссальный агрегат. Ну и, разумеется, это те самые 60-е годы, когда человечество рвалось вперед и вверх, набирая бешеную скорость. Вы помните мое объяснение в любви к Конкорду? Так вот, Сатурн-5 превосходит и остается, превосходит все, что когда-либо создано людьми, включая и Конкорд тоже. По сей день ракета Сатурн-5 остается самой мощной из когда-либо построенных людьми и самой успешной. А двигатели F1, которые поднимали это исполинское чудо в небо, до сих пор самые мощные из всех, какие видел свет. Вот они, взгляните. Из 5 штук, установленных на ракете Сатурн-5, мы видим 4. А рядом с ними кто это? Это Вернер фон Браун, немецкий конструктор, создавший первую настоящую баллистическую ракету Фау-2 с настоящим жидкостным реактивным двигателем, в общем-то ничем принципиально не отличающегося от двигателя Мерлин, который поднимает в небо знаменитый, один из самых успешных Falcon 9. А сколько Фау было сделано? Более 4000 штук, только успешно запущенных. И все они были выпущены, представьте себе, по Лондону, бомбили Лондон. Ну и как же вышло-то? Как получилось, что пособник нацистов, создатель вундервафли для Гитлера, стал создателем суперракеты, отправившей людей на Луну? А черт его знает. Америка умеет находить гениальных людей, собирать их в эффективную команду и совершать чудеса. Так вышло и в тот раз. Америка свела вместе гениальных инженеров компании Aerojet Rocketdyne и гениального инженера немецкого из гитлеровской Германии Вернера фон Брауна. И они сделали, значит, F1 двигатель, который поднял Сатурн-5 и вытащил на опорную околоземную орбиту и отправил к Луне, а потом и на Луну 140 тонн. 140 тонн полезной нагрузки. Советские инженеры тоже попробовали сделать лунную ракету. Сергей Королев, точнее советская промышленность ракетная под его руководством, сделали царь-ракету Н-1. Вот она. Взгляните. Да, она тоже очень большая, она тоже очень красивая. Насколько она большая, видно по тому человечку, который внизу. Эта ракета 4 раза пыталась взлететь, но не смогла. Взорвалась 4 раза. А Сатурн-5 отработал безаварийно 13 раз. Вот я на фотографии, вы видите все 13 фотографий этого стартующего чуда. Почему? Почему Сатурн-5 справился? Потому что ее, Сатурн-5, делали свободные люди. Птичка в клетке не поет, когда-то сказанная Лидией Руслановой, той самой, которая пела валенки, этой суперзвездой советской песни, народной песни, которую отправили в лагеря сталинские. А когда лагерное руководство попросило ее спеть знаменитые валенки для них, она сказала: птичка в клетке не поет, и отказалась. Так вот, птичка в клетке не поет, даже если эта птичка инженер-ракетчик, а клетка это шарашка. Такая тюрьма для инженеров,
которая была в сталинском Советском Союзе. Ну, в общем-то, и позже мало что изменилось. Но в чем же отличие советских ракет и двигателей от американских? В чем конкретно? Ну вот смотрите. Видите? Что-нибудь видите? Внимательно посмотрите. Ну же. Ну вот же. Посмотрите на этот 300-метровый желтый хвост, тянущийся за Сатурном. А вот эта черная мини-юбка со слепительной оборкой внизу. Ничего такого нет, например, у ракеты «Союз». Посмотрите. Так что это за черные трусы с кружевной оборочкой по низу у двигателей Сатурна-5, в которых нету «Союзов»? И откуда этот чудовищный, коптящий, оранжевый хвост длиной почти полкилометра, когда Сатурн-5 выбирается на высоту 50 километров? А это, друзья мои, керосин. Да-да, из американского мотора F1 безобразным образом вытекал несгоревший керосин. В колоссальных, между прочим, количествах. Вот эта черная юбка, свисающая с соплового насадка F1, это она и есть несгоревший, керосин. А чуть ниже вы видите ослепительную оборку из золотого пламени. Что это? Это тот самый несгоревший в камере сгорания керосин догорает уже в атмосферном воздухе. О, сколько обидных прозвищ получил Сатурн-5 за этот керосин. Точнее, получил эти прозвища F1 за этот шлейф светящейся сажи, растянувшийся на полкилометра позади 100-метровой ракеты. Сколько ядовитых, обидных эпитетов получил F1 за эту свою особенность. Американская вонючка, летающий примус, керосинка. Как только не обзывали советские ракетчики эту ракету, американскую ракету, не сумевшие построить такую же. И обвиняли в этом, и обзывали этих американских инженеров, создавших и F1, и Сатурн-5. Тупые америкосы, не умеют строить моторы, не в силах посчитать, сколько нужно керосину, чтобы он весь сгорел в двигателе и не выливался бестолково наружу. А действительно, зачем? Может, действительно амеры тупые? Ведь в самом деле советские ракеты не коптят. Керосин в двигателях Союзов сгорает весь аккуратно. Ни черных трусов с оборкой, ни длинного коптящего шлейфа. Короткий обрубок, взгляните, короткий обрубок светящейся сажи и небольшой розовый хвостик за ним. И все. Ну хорошо, окей. Но на сегодня-то. Сегодня уже американцы же украли секреты советского двигателестроения у советских инженеров. Может, научились уже делать нормальные моторы? Нет, отнюдь. Вот керосинка Falcon 9. Посмотрите, все тот же длиннющий шлейф догорающего позади ракеты, ярко сияющего сажей керосина. Американские инженеры что, продолжают тупить? Или, может быть, тупят те, кто полагает американских инженеров тупыми? Так и есть. В данном случае затупили как раз советские инженеры. Помните Шмеля? Ну, того, который не знал, что не может летать, не должен летать по законам физики, но поскольку об этом не знал, то летал. Вот то же самое случилось с Сатурном-5. Похожая история. Американские инженеры не читали советских учебников, не знали, что делают моторы неправильно, и нашли невероятное по красоте и изяществу техническое решение, позволившее создать феноменально эффективную ракету Сатурн-5, при том, что из нее безобразно вытекал из задницы керосин. Что же сделали американские специалисты из Aerojet Rocketdyne? Они заставили работать тот самый керосин, который вылился из ракеты и догорал в атмосфере. Да-да, американцы заставили тянуть ракету тот самый керосин, который покинул ее навсегда. Как же это вышло? Я сейчас вам объясню, но начать придется сначала. Большинство из нас привыкли думать,
что ракету толкают вперед газы, летящие назад. Ну, так нас учили в школе. Так написано в букваре. Так нам вбили в наши мозги. Но это просто неправда. Вот я нарисовал самый простой ракетный двигатель, какой можно только себе представить. Такие моторы толкали первые китайские пороховые ракеты. Пусть внутри вот этого мотора взрывается небольшой заряд, кусок топлива массой М, топливной смеси, горючего и окислителя. От такого взрыва, очевидно, образовались газы, движущиеся там вперед, вверх, налево, направо, вниз, вверх, назад. Какие из этих газов могут толкнуть ракету вперед? Но очевидно только те, кто летели вперед и уперлись своими лбами в донышко камеры сгорания. А это только 1/6 всех газов. Газы, долбанувшие в стороны и назад, сделали эту работу напрасно. Можно ли улучшить ситуацию? Можно. Для этого нужно изменить форму двигателя. Сделать ее вот такой. Вот теперь к полезным газам, долбящимся, посылающим ракету вперед, добавились и газы, бьющие в бок. Они бьют в наклонную стенку камеры сгорания и тоже толкают ракету вперед. Так у ракетных двигателей появилось сопло. А точнее сопловой насадок, напоминающий по форме фару. Итак, бесполезными остались только те газы, вылетающие, истекающие назад. Можно ли как-нибудь заставить их работать? Можно. Для этого нужно их подпереть сзади и с боков, развернуть и направить вперед. Например, поместив ракету в длинную трубу с донышком. Так, например, сделано в миномете. А что еще можно сделать? А можно сделать как безоткатное орудие. Рвануть заряд в трубе, открытой с двух сторон. Рвануть заряд в открытой с двух сторон трубе. Да, половина газов вылетит бесполезно, без толку. Но зато вторая половина толкнет вперед снаряд, ракету, отработав, толкнув снаряд вперед. Но в случае с космической ракетой, где брать трубу? Ведь ракету надо вытолкать, ну, хотя бы на 100 километров вверх. Что, строить 100-километровую трубу? Из чего? Как? И вот тут фантазия и мысль советских ракетчиков остановилась на варианте номер 2. Они стали совершенствовать вариант номер 2. Обыкновенный двигатель. А инженеры Aerojet Rocketdyne заупрямились. И вот что удумали. Обратите внимание. На старте выхлоп двигателей ракет напоминает по форме морковку. Ну или кинжал. То есть узкая, заостренная к низу струя газов. А наверху газы сильно растопыриваются в стороны. Почему юбка-карандаш внизу превратилась в широкий кринолин наверху? А во всем виновато атмосферное давление. В полном соответствии с правилом знаменитого Бернулли, в струе быстро летящих газов из двигателя статическое давление очень маленькое. Почему? Ну, когда все летят в одном каком-то направлении вдоль, мало тех, кто бьет в стороны, поперек. А там атмосферное давление довольно сильное, 10 тонн на квадратный метр, между прочим. Плотно обжимает струю с боков. И получается такая, что ракета летит, что ракета своими двигателями создает, сооружает позади себя длинную трубу из атмосферного воздуха, из которой газы не могут вырваться. Трубу, которая расширяется по мере того, как ракета поднимается на высоту. И на высоте 50 километров превращается в широченный колокол. Вот этой особенностью истечения быстрых газов и воспользовались инженеры Aerojet Rocketdyne. Они добавили в выхлопные газы немного лишнего керосина, которому не хватает окислителя, чтобы гореть. Пропустили его по внутренней стороне стенок
камеры сгорания высоплавового насадка. Керосин охладил своим телом стенки двигателя, защитив их от чрезмерного термического воздействия, и вылетел наружу не сгоревшим. Для него не хватило окислителя. Именно этот керосин мы видим как черную мини-юбку внизу соплавого насадка. Охлаждая двигатель, керосин, естественно, сильно нагрелся. А далее раскаленный керосин попадает в воздушную трубу за ракетой, соприкасается со стенками воздушной трубы и горит в атмосферном воздухе, дополнительно повышая давление в этой самой трубе и толкая ракету, как снаряд в безоткатном орудии. Обратите внимание, друзья, на очень необычную деталь, характерную для Сатурна-5. Посмотрите, видите вот эти вот залезающие пламя двигателей наползает высоко на нижнюю часть корпуса ракеты. Что ее туда заталкивает? Правильно, избыточное давление догорающего позади ракеты лишнего керосина заталкивает, в том числе и пламя керосина, подталкивая в задницу ракету, заталкивает пламя и на ее задницу, высоко поднимаясь по корпусу. Вот таким изящным способом инженеры Aerojet Rocketdyne одним выстрелом убили не одного зайца, не двух и даже не трех. Добавив избыточный керосин в выхлоп F1, инженеры Aerojet Rocketdyne прикончили целую популяцию зайцев. Я их перечислю. Первое. Дополнительно охладили двигатель, существенно снизив термические нагрузки на его материалы и значительно повысив их выносливость самой конструкции и надежность. Второе. Повысили эффективное давление на срезе соплового насадка. То самое, которое и отвечает за создание тяги. При этом не увеличивая рабочее давление в камере сгорания. Что существенно уменьшило механические нагрузки на конструкцию F1, значительно повысив его выносливость и надежность. Третье. Создали дополнительную тягу на том самом участке траектории подъема, где ракета имеет максимальный вес, а воздух, самый плотный, оказывает максимальное сопротивление движению ракеты. Ну и четвертое, самое главное, превратили F1 из простого жидкостного реактивного двигателя в гибрид жидкостного реактивного двигателя и воздушно-реактивного двигателя, сэкономив на массе окислителя. Ведь атмосферный воздух, в котором горит бесполезный керосин, не нужно таскать с собой в ракете. Все вместе это и обеспечило Сатурну-5 повышение эффективности примерно на 15% и сделало ее пригодной для полетов для лунных миссий. Ну и, конечно, снизило нагрузку на ЖРД в этом тандеме и обусловило феноменальную живучесть, надежность и выносливость этого двигателя и ракеты в целом. Но это теория. А теперь практика. Вы же не обязаны верить мне на слово. Поэтому я сделал свой собственный маленький Сатурн-5 из кусочка поролона и газовой горелки. Вот он. Если открыть керосин, краник горелки, то из нее начнет истекать метан. Слышите? Создавая небольшую реактивную тягу. Если теперь эту ракету поместить на воду, она тихонько поплывет. А если поджечь метан, вытекающий из горелки, ракета поплывет быстрее. Вот так. Обратите внимание на форму пламени горелки. Оно вытянуто, сжато с боков и вытянуто в остренькую морковочку. Так поступают все реактивные строи, если давление атмосферного воздуха вокруг них велико. Так вот, я организовал 6 полетов моего Сатурна в ванной, 3 полета без пламени и 3 полета с пламенем. И измерил время преодоления одной и той же дистанции. По изменению этого времени я смог оценить прирост тяги реактивного двигателя моей ракеты от того, что метан сгорает в воздушной трубе уже позади ракеты. Поехали, как говаривал Юра Гагарин, наливая полный до краев граненый стакан и поднимая его в честь присутствующих дам.
Итак, как видите, средний прирост скорости ракеты составил примерно 4,5%, что соответствует приросту тяги примерно 9%, более 9%. Это вполне согласуется с результатами настоящего Сатурна. То, что я вам показал и рассказал, вам не покажут на уроках физики или ракетной техники. И не расскажут в учебниках по ракетостроению. Почему? Потому что эти учебники писали как раз те самые советские инженеры, которые не додумались до того, что изобрели их американские коллеги. Почему не додумались? Правильно, повторюсь, потому что F1 и Сатурн-5 строили свободные люди, а советские двигатели ракеты заключенные ГУЛАГа, бывшие, но заключенные. Люди с покалеченной навсегда психикой. В их душах и мозгах поселился неизбывный страх, поселился навсегда. Именно он и сковывает полет их мыслей. Рана, нанесенная американцами, советским ракетчикам, оказалась столь глубока, что не заживает уже скоро 60 лет. Поэтому вам и не рассказывают того, что рассказал я, вам не расскажут ни в школе, ни в институте. Ну вот, на сегодня все. Пока.